Компания «Радострой», Алексей. Сегодня продолжаем монтаж печки, камина. Вот, уже обложили стену, обложили пол, что в принципе нам дало уже основание высоты, чтобы точно разметить, вот, где будет стоять дымоход. Ну и заодно сварочная работа. У нас тут были, ничего не погорело. Вот. Хотел рассказать это особенности монтажа, то что у нас уже дымоход был, потому что на первом этаже стоит, в принципе, печечка вон там, о ней я уже рассказывал. И пока мы не хотим ее демонтировать и хотим врезаться в данный дымоход. Вот, и расскажу вам буквально несколько слов, как мы этот вопрос решили. Потому что дымоход у нас трехслойный. Вот это третий слой идет. Да, пока достанем ее, покажем. Вот. В общем, вот он, да, трехслойный дымоход. Третий слой у нас нержавейка. Вот здесь у нас идет оцинковка, 2 слоя, и там уже третий дымовая труба нержавейка. Вот что мы сделали, мы обвели по диаметру выходное отверстие, разметили его, болгаркой аккуратно вырезали. А следующее, да, следующую уже часть мы резали уже сваркой, разметили тоже маркером. Вот здесь резали сваркой. Потом, значит, у нас есть труба 115. Выход тоже 115, это Ферингер, Нелжа. Вот, и в трубе мы замерили, сделали усы такие, чтобы она плотно примыкала к дымовой трубе. Вот. В принципе, она садится туда. Сейчас посадим. Да, вот мы ее посадили. Вот, и там вот эти усы, которые мы прорезали, они вплотную легли через 2 вот этих слоя к дымовой трубе. Вот, и сейчас следующим этапом мы сделаем там отверстие сваркой, да, которое будет уже диаметром, соответственно, чем сама дымовая труба. Вот, и там меньшим диаметром прорежем сваркой отверстие. Вот, и уже будем сажать печку. На втором этапе мы сделали, что мы трубу усами воткнули к дымовой трубе уже. Вот, прорезали там сваркой, вырезали вот это отверстие. И его электродиком зацепили по центру, чтобы оно не упало в печку, чтобы его не доставать. Сейчас попробуем уплотнить шамотной глиной, потом здесь уже сверху герметиком. Вот, и потом протестируем, зажжем, посмотрим, что будет. Проверяем тягу. Ну и даже вот со зажженной бумагой тяга отличная. Пламя прям туда улетает, ни дыма, ничего, все в трубу уходит. Вот. Так что все работает хорошо. Вот. Сейчас будем герметизировать и вставлять печку. Сюда дым-то не идет, кстати, заметь. Я тебе и говорю, что сюда никогда не пойдет. То есть можно ты печку нижнюю сжечь, да, получается, и вообще не проблема. Да. Она все равно будет вытягивать туда. Конечно, желательно, чтобы шибер был. Шибера у тебя нет. Шибера нет, да. Ну, шибер вроде с этой печкой. Я могу на этот завод позвонить, Ферингер, конечно, уточнить. Да не будет. Печку установили, тягу проверили. Все замечательно. Попозже более подробно снимем, как что горит. Пепелок остался, дымок ушел, нигде ничего не дымит. Сейчас вот закладываем камни. Купили 2 коробки Габра Диабаза, недорогой. Вот нам вошел 180 рублей. Камень, да, для бани сауны. Ну, ничем не фонит там. Ничем не трескается, да, вот Габра Диабаз. В принципе, из 2 коробок по 20 килограмм, только один не смогли запихать в эту печку, потому что тут такие вот сужающиеся каналы. Вот. Кстати говоря, по поводу камней, когда будете запихивать, самое широкое отверстие вот здесь вот. Поэтому сюда вот камешки широким краем вставляем. Ну и они практически, это единственное, что не влез, никак. Здоровый попался. Камни это не колется, поэтому сразу его в утиль отдаем. Вот. Ну, у нас есть шамотный кирпич, остался еще с прошлых лет. Вот сейчас шамотного кирпича он там наколем и дополним недостающее количество всего. Вот сейчас в данный момент ушло 2 ящика. Ну и тут с краешку вот осталось сантиметров по 30, наверное, в каждой этой зоне доложить. Сейчас шамотным кирпичом доложим.